Привет, друзья! С вами Алекс, и сегодня мы посетим приморский город Хель, названный жителями началом Польши. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Дальше будет только интереснее. Ставьте лайки, пишите комментарии, свои пожелания и критику. Мне важно знать ваше мнение для улучшения канала. Расположенный на оконечности вытянутой в Балтийском море узкой косы, он в дождливое ненастье становится недоступным сухопутному транспорту, представленному здесь железнодорожной веткой и автомагистралью. Причина блокады – уход под воды части косы. Что неудивительно, ведь на шведской навигационной карте 17 века Хель представляла шестерку изолированных островов. Посему символическое венчание с Балтикой можно объяснить и полуторакилометровым всего лишь возвышением косы над уровнем моря, омывающим песчаную твердь с двух сторон. Этим-то и объясняется существование здесь двух различных микроклиматов, подчеркивающих уникальность полуострова. Несмотря на пляжную репутацию Хеля, город располагает множеством завлекательных для туристов мест. Даже если не упоминать здешний военный порт и гарнизон ВМФ Польши. Примером мирных достопримечательностей может служить маяк, представляющий собой не только навигационный, но и экскурсионный объект. История маяков в этих местах имеет многовековую ретроспективу. Парусники, следующие в Гданьск, должны были огибать 30-километровую косу, трудно различимую в сумерках. Потеря ориентации, обычная в домаячную эпоху, сажала сюда на окружающий мыс Мель. Вот и стали тогдашние жители Хеля пополнять скромные доходы, приносимые прибрежным рыбным промыслом, разжиганием на косе сигнальных костров. За эту услугу с проходящих судов взимался своеобразный маячный сбор. Дальнейший путь модернизации кустарных маяков пролег через разжигание огня на застекленной башне старинного костела, создание смахивающих на колодезных журавлей подъемной конструкции, то есть горшков вулкана, деревянной башни. Построенные затем каменные конструкции неоднократно переносились. Растущие сосны заслоняли путевые огни. Так продолжалось до 1945 года, когда существующий поныне маяк возобновил свою деятельность, дополненную в 1957 году функциями радиомаяка. Другая достопримечательность Хеля – музей, посвященный рыболовству, веками кормившему горожан. Экспонировано в здании костела, воздвигнуто в 15 веке в честь Петра и Павла, всевозможные сети, карты, рыболовецкие приспособления вызывают живой интерес современников. Эти экспонаты дополняются выставленными во дворе храма старинными рыболовецкими судами. Говоря о Хеле, невозможно обойти молчанием питомник тюленей, находящийся поблизости. Началу этому исследовательскому репродуктивному заведению послужил найденный на пляже серый тюлень, оказавшийся молодым самцом. Идея заселить южную часть Балтики возрожденными тюленями стадами получила государственную поддержку. Сегодня, наряду с экологическими и биологическими исследованиями балтийских тюленей, проводится лечение больных особей, которые, наряду с молодняком репродуктивного стада, выпускаются на волю. Берег мелководного Путского пролива Хеля, защищенный полоской леса и дюнами, отличается относительно безветрием и стабильным прогреванием морской воды. Пронизывающий северный ветер – вода для начинающих моржей. Слабо нагретый песок – таковы реалии Хельской косы со стороны Балтики. Тянущиеся вдоль побережья пролива уютные пляжи Хеля, огражденные 10-метровой порой дюнами, архипелаги густых сосновых рощ поощрили зажиточных граждан, артистические бомонды и успешных политиков считать хорошим тоном летний отдых Хеля. В исполнении пожеланий власти имущих полуостров в 1922 году пронизала 44-километровая железнодорожная ветка, доставляющая обеспеченных курортников к элегантным пансионатам и нарядным гостиницам.
Итак, друзья, спасибо за просмотр. Не забываем подписываться, жать на колокольчик и ставить палец вверх.